Друзья, ну что, я выгляжу запыханно, но я счастлив. Я нахожусь на территории Молдовы. Первый раз в жизни в этой стране. И все сложилось благополучно. Мои вещи никто вообще не смотрел. Ничего не смотрели. Мне стоило называть только свое имя, откуда, куда я иду, и люди пропускали. Я всем благодарен, кто увидит это видео из погранцов. Украинская наша страна, молдавская. И просто благодарность огромная. Но я стою возле машины, и меня встретил Дмитрий. Вот он в кадре. Он из Насловчи, и это следующее продолжение. Я не знаю, что бы я делал без всех тех людей, которых встречаю. Вот с этими вещами сейчас. Анатолий Васильевич меня снял, там вес, наверное, килограмм по 30. И куда мне топать? Ну, в общем-то, без людей в этом мире ничего не происходит. Друзья, надеюсь, меня слышно. Я нахожусь на форелевом хозяйстве. Это форель, здесь выращивается рыба. А оригинальный цвет форели это вот это, да, пекинская? Много разновидностей. Это сколько вот такому лет или месяцев? Сколько это? 1,5 года. 1,5 года вот этому, да, размеру? Они круглый год здесь живут. Вот так вот не смешиваются, там меньше? Там молодняк, чуть старше туда. Ага. Чем младше рыба, тем ниже температура. Вот это абсорбент, который очищает воду после рыбы. Ну, естественные отходы жизнедеятельности рыбы. Эта добавка очищает воду. Там ГЭС, новый ГЭС, который они там выкопали. Сейчас в кадре я попытался снять Новоднестровск и вторую ГЭС, аккумулирующую верхнюю, которая сверху, где воду набирают. Вчера я там лично был в помещении, а сейчас я смотрю по прямому 8 километров расстоянии. Я нахожусь на территории Молдовы, все благополучно, и теперь уже с этой стороны смотрю туда. Это здорово, это фантастика. Так, ребята, у меня полные щеки слив. Прокомментируйте, пожалуйста, что это? Очень кисло. Кисло еще, ну 5 дней, да? Ты сказал 5 дней? Еще 5 дней, да, это будет первая наша слива. Угу. Северная. Как сложно за сливой ухаживать? Есть сложности какие-то? Нет, в принципе, слива неприхотливое фруктовое дерево. Не есть вот тля какая-то такое, ничего? Все есть, мы ухаживаем, скажем так, обрабатываем. Ну, среди деревьев самое оптимальное такое для ухода. Для ухода, да, для рынка нет. Угу. Со сливой очень сложно. Здесь сколько вот слив посажено? 25 тысяч деревьев. 25 тысяч деревьев, подождите. Ребята, помните, построить дом, вырасти сына и посадить одно дерево. По-моему, это святой человек. Он посадил 25 тысяч только одних слив. Это я еще орехов не видел. Слушай, ты программу по карме деревьев закрыл. По деревьям, да. Если ты себе баню построишь из дерева, добрый человек, тебе Бог простит. Ребята, отлично, едем дальше. Я лично, сколько глазу вижу, через ряд сливы, ежевика, орехи, ежевика. И там, наверное, сливы, ежевика, орехи дальше я не вижу. Это я удачно заехал. Ягоды просто огромнейшие. У меня ладошка не маленькая. Обалдеть просто. Ну, а я выключаю это телевидение и продолжу есть. Потому что сейчас скоро поедем дальше отсюда, а моя задача попробовать вкусную ягоду. Свежую, прям с куста, молдавскую ягоду ежевику. Всем спасибо за внимание.
Судя по моему взлохмаченному виду, денек у меня выдался, конечно, очень насыщенный. Но я уже, видите, под крышу в беседке сижу. Вообще ничего не понятно, что происходит. После встречи с Дмитрием мы покатались по его полям, он показал свои плантации, там ягоды поели, показал орешники, деревья еще, вишни, черешни. И уже планировали практически подъехать ближе к Днестру, потому что ему нужно возвращаться обратно домой, а меня хотел оставить на берегу реки. Но вдруг вспомнил, а не что-нибудь случайно своего хорошего друга Андрея. И вот я у него в гостях, сижу за его столом. Вот сам хозяин. И я просто очень рад и благодарен за эту встречу, потому что у меня есть возможность поставить палатку в таком замечательном месте, вот под этой вишней. Но я же показываю не самое интересное. Вот самое интересное, смотрите. Какой открывается вид замечательный на Днестр. Прямо сверху. Видно там реку. О, замечательно. Прямо с этой беседки открывается вот такой замечательный вид на реку. И мне здесь спуститься буквально метров, наверное, ну, может быть, 400-500 по дороге. Я соберу уже завтра рано утром свою байдарку. Может быть, сегодня соберусь, и там спуск расскажете мне удобный. Наклею номер свой, все документы у меня на руках. Я получил документы. У меня есть здесь вот карточка мобильная, будет связь, интернет. Все, я в Молдове. И так вот заканчивается мой 26-й день похода. Могу отметить, что течение довольно бодрое. Даже с этой высоты видно, что вот прям как в верховьях. Это очень приятно. Как будет ниже дальше, я не знаю. Но пока течение хорошее. Это Днестр близ Наславчи. Тот берег это Украина. Я еще даже не успел посмотреть, что за село украинское. Вон там дети по берегу идут. Идут купаться. Это можно перекрикиваться. Слушайте, я такого опыта еще не имел. И каждый день что происходит новое. Вот в данном случае это ощущение, что там Украина, а туда на тот берег нельзя. Впереди еще неизвестно что. Но вы все увидите, я все буду снимать. Поужинаем. Там палатка моя стоит. Там где-то на огне какие-то уже у нас сардельки. Карницей. Андрей, расскажите, что у вас тут за... Карницей. Карницей? Да. Это местное блюдо какое-то? Ну, я не знаю, молдавский. Молдавский? Румынский, не знаю. Так, ну красота, шкварчить смачно пахнет сюда же. Я еще так не снимал видео, это не путешествие, какие-то приключения. Мы едем сейчас на мотоцикле на соседнюю гору посмотреть закат, где видно Днестр с высокой точки на горе. Это вид, конечно, обалдеть. Справа, но это левая сторона по Днестру, но от меня правая сторона это Украина. И вот такой остров. Похож на сердце, действительно. Напомню, вот эта церковь по центру, как называется? Успение Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы. И ей уже сколько лет? Какого года она? С 1904. 1904. Ей 115 лет. И она ни разу не закрывалась. Нет, даже во время войны. Интересный факт. Да, вид хороший, у меня уже камера не вытягивает качество. Шумов много. Но поднялись не зря. Может, я не поленюсь и поднимусь завтра утром сюда еще. Здорово. Я в Молдове.
Доброе утро, друзья. Сегодня 27-й день моего путешествия. И я нахожусь уже в Наславче, правая сторона Днестра. А напротив у меня село украинское Кременное, или на украинской мове Кременне. Вот позади меня Днестр. Над украинской частью стоит туман. Класс, слышно оттуда шум такой. Ну, собака гавкает и телефон передаст. А там такое движение мелкое, как будто люди роятся. В Наславче более тихо. Здесь вообще не слышно никакого. Вот ни коров, ни курей, ничего не слышу. Украинская сторона вся уже жила. Слышны колокола Лядовского монастыря. Так, ну что, други мои, разобрал палатку и принял решение здесь собрать байдарку. Наклеить спокойно номер и уже снести все вещи в лодке прямо вниз. Вот дорога буквально за поворотом. Дякую за гостинність цьому пану Андрію гарному. Приютив мене тут на такій гарній місцині, що люди платять гроші, щоб десь відпочивати на такій місцині. З видом на Дністер. Буду ще колись, побачимось. Дякую. Ну що, хлопці, поможете мені віднести? Я в водах Молдовы, нахожусь на реке уже. Ребята побежали дальше. Спасибо им большое за помощь. Я на воде с номерами. Вот моя регистрация. Я слышу голоса с того берега. Это Украина, так близко. И немножко волнительно, честно, почему бы нет? Потому что я буду идти все время по реке, которая разделяет постоянно разные государства на сегодня. Вот, поэтому как на свидание прям. Все, добрый путь. Написал в Фейсбуке о том, что я в водах Днестра в Молдове. Пусть все знают, что у меня все получилось, не волнуются, потому что люди следят, смотрят. Вот, вода прозрачная, очень чистая. Такое чувство, как будто ее можно пить. Отчаливаю и плыву в сторону моря. Сделаю это вместе с вами. Вторая часть моей Одиссеи началась. Мне не верится, что я снова в реке Днестр
не каждый захочет туда пойти. И пройдя все процедуры, и имея какую-то, не знаю, безбашенность, я оказался здесь. Необычно очень чувство. Потому что я первый раз нахожусь на воде за границей, в какой-либо другой стране. Течение там под левой стороной, под украинской. Но мне туда нельзя, поэтому я буду идти правой стороной. Если видно в кадре, взлетают около 15 лебедей. Еще около 20 там дальше на воде стоят. Столько лебедей в одном месте я не видел еще в жизни. Но лебеди меня, конечно, удивили сейчас. Близко не подпустили, скорее всего, людей. Они на лодке здесь видят очень редко. Прямо по центру реки, а вот находится остров. И две страны договорились, этот остров полностью принадлежит Украине. А тот, который выше, точно в такой же ситуации, по центру реки, молдавский. Вот на том мы порешили. Так что мне левой стороной нельзя, я держусь только правой. Хотя там очень много лебедей осталось за островом. Вынужден признать, сейчас я вижу наичистейшую реку по прозрачности, какую я в жизни только мог видеть. Иногда я вижу в глубину, по моим ощущениям, до 2,5 метров. Это точно будет больше, чем мое весло. И в моей практике, наверное, я еще мало видел рек. Таких прозрачных рек с течением я еще не видел. Я понимаю, что всему благодаря тому, что там вверху каскад ГЭС, который останавливает воду. И она оседает. Перед ГЭС происходит замуливание, а здесь вода чистая идет. Это совершенно другая река. Дело в том, что мне открывается совершенно другая картина. Теперь я смотрю не только по сторонам там, но и в воду. Смотрите, вот. Полностью весло в воду, а я вижу обе лопасти, и верхнюю, и нижнюю. Такие чудеса, просто аквариум какой-то. Рыбу я еще не видел, конечно, но подводная растительность дополняет общую картину. Давайте еще раз весло попробую утопить. Вот здесь нету водорослей. Вот смотрите, я беру ее за край. Опускаю полностью в воду. Видите, видно два края. Рука в воде. Пожалуй, я сделаю и фото сейчас такое. Потому что мне не поверят. Два часа на часах, и за 2 часа неспешной, абсолютно неспешной гребли 8 километров. Да, пожалуй, я искупаюсь. Жарко, но вода холодная, просто холоднючая. Чистая и холодная вода. Вот чуть-чуть теплее, чем в колодце. Не, ну конечно, не 5 градусов, но градусов 14-15. Обалдеть. Вообще бодрячок. Супер. Класс. Вот это свежесть. Дело в том, что стояла сейчас жара. И по Украине, и по Молдове с вчерашнего дня очень жарко. Солнце, ни одной тучки. И такой классный контраст. От воды немножко веет холодной, такой прохладой ветер. А если выйти дальше от воды туда на берег, то там чувствуется, что сегодня жарко. Поэтому путешествовать по воде очень выгодно. Очень чистая вода. Прям конкурировать может с Бакотой. Но на Бакоте там стоячая вода, а здесь течение. По левой стороне украинское село Серебрия. И вот прямо в кадре, если видно,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да штук 20 лебедей. И я никогда в жизни не видел столько лебедей вместе. Поэтому я постоянно их воспринимаю как домашних гусей, честно. Смотрите, что делается. Да, ровно 20 с теми, что там остались, 6 штук. Обалдеть просто. Вот в разрезе между островом и правым берегом я вижу уже мост, ведущий на левую сторону к Могилеву-Подольску. Решил не рисковать и снова обойти этот остров также правой стороной. Хотя он сильно смещен от центра вправо к Молдове. Довольно бодрое течение. Это не может не радовать. Первый мост по территории Молдовы на моем пути оказался железнодорожным. Слева видно уже город Могилев-Подольский, а справа вот девятиэтажка. Это Отач или еще иначе Атаки. А вот следующий уже автомобильный, где переход автомобильный между странами и пешеходный там же находится. По левую сторону Могилев-Подольский. Вот этот мост. Люди пешком переходят границу. А по правую Отач. А я ныряю под мостом. И иду прямо. Только что общался с погранцами. Молдавская сторона подозвали меня ребята. Вот. И, собственно, я подплыл. Волноваться нечего, документы у меня в порядке. И посмотрели паспорт, посмотрели разрешение на передвижение по реке. Все в порядке. Вот. Перекинулись пару фраз. Я у них спросил места интересные. Они мне посоветовали, где нежелательно останавливаться. В общем-то, прекрасные ребята. И один тезка. Зовут Михаил, но как-то звучит по-другому, как ты сказал иначе. Второй Федор, по-моему. Вот. Такая ситуация. Рассказал ему в двух словах, кто я, откуда, куда путь держу. Так что так. По левую сторону у меня продолжается Могилев-Подольский. Вижу пирс и пляж дальше. По левую сторону село Адая с украинской стороны, по правую Унгурь. И вот наконец-то Днестр снова вернул свои берега высокие. Узнаю тебя, Днестр, потому что до этого мне он был похож снова на Десну с низкими берегами. Здесь они высокие опять, причем оба, левый и правый. Через километр я снова войду будто в каньон. Стоянку буду искать уже за поселком Унгурь, по правой стороне, естественно. На часах 18, по правой стороне у меня поселок Унгурь, а на пути снова еще один мост автомобильный, я про него даже не знал. Вот погранцы тоже сказали за него, но до этого я не знал. И где-то дальше за Унгурь буду искать стоянку. Еще у меня час есть времени спокойно для гребли. Хочу обратить внимание, какой снова Днестр стал маленький. От берега до берега где-то 140, может 150 метров.
местами может даже 100. Будто где-то в верховьях иду там, возле Коробца. Так, 18:30, за поселком Унгурь есть родник, источник воды. У меня одна бутылка минералки и одна уже пустая. Вода мне не помешает. Пока за водой схожу, подумаю, может я туда палатку поставлю. И утром будет чем пополнить воду. Видел отдыхающих двухсемейную пару, сказали, пьяных здесь нет, тут семейные и туристы отдыхают также возле воды. Вот. Ну и погранцы ходят ночью, там или вечером, не знаю. Так что место безопасное. А погоду я пошел. Я решил здесь не стоять, а пройти дальше. Там очень много семейные, машинами, они там жарят шашлык, немножко пьют. В общем-то семейные, но пьют. Поэтому пойду дальше. Хочу тишины и спокойствия. Отошел от родника буквально метров 300. И там не слышно музыку с машин. Поэтому я решил остановиться. Вот как будет выглядеть моя полянка. Она очень здоровская. И родник в близкости. Я захочу завтра против течения вернусь, еще воды наберу. На целый день дорогу. Вот моя лодка. Костер кто-то жег. Даже дрова остались. Вот я думаю поставить палатку в этом месте. Вдруг кто-то начнет тусить, то проходная часть туда. Там, видно, стоять можно еще дальше. А мне сюда и вытащить лодку близко. Буквально чуть-чуть. 2 метра. И там палатку поставлю. Все, надо брать. Напротив Ридна Ненька. Вот так заканчивается мой 27-й день похода. И первый день на территории Молдовы. Почему я так запаковался? Дело в том, что очень много мошки. И я вообще не ожидал. Все, что до верхнего Днестровского ГЭС, мошки, комара уже практически не было. А здесь же их тьма. Вот так нету. Наклоняясь работать, они травы подлетают. И еще хочу кое-что сказать. Течение реки очень бодрое. Это видно в кадре. Обыкновенно, как у меня было, скажем, в среднем течении там за 100 километров до Хотина. Нормальный денек, такой насыщенный довольно. И с погранцами встречался. И вообще старт. Первый раз в другой стране, на байдарке. Притом левый берег мне недоступен. Очень необычно. Все, пожалуй. Ужинаю. Делаю записи. Может быть, какой-то пост напишу, может нет. И спать. До завтра.